Привет! Сегодня мы с вами поговорим о методах нанесения лакокрасочных покрытий. И существует 4 основных метода. Первое — это пневматический, второе — это безвоздушный, третье — это комбинированный и четвертое — это электростатический. В этом видео мы сравним только пневматическое и безвоздушное распыление. Ну и вот он, наш пистолет традиционного пневматического нанесения. Из чего он состоит? У нас есть место для подключения воздуха, соответственно, воздух у нас проходит через весь пистолет. Здесь смешивается с краской, и смесь воздуха и краски вылетает через сопло. Краска подается из бачка, который прикрепляется либо сверху, либо снизу, в зависимости от модификации пистолета. И у нас есть тут несколько крутилок. Вот эта крутилка отвечает за то, какая будет насыщенность краски, которая попадает вот в эту секцию смешивания с воздухом. Вот эта крутилка нам позволяет регулировать факел. То есть мы можем сделать с вами точку, можем сделать широко раскрытый факел, в зависимости от задачи. И у некоторых пистолетов есть, у некоторых нет. Это вот такая крутилка, когда мы можем регулировать подачу воздуха. То есть давление воздуха регулируется вот здесь. Мы можем сделать 1 атмосферу, можем 6 атмосфер, в зависимости от задачи, от материала, который мы с вами используем. Собственно, это все, наверное, что можно рассказать про вот этот пистолет пневматического нанесения. Ну а вот это вот, друзья, здоровенная штуковина и есть установка безвоздушного нанесения. И состоит она, самое главное, это из насоса, про который я сейчас расскажу, из шланга, заборного шланга, который мы вставляем в ведро с краской, и из пистолета, которым мы, собственно, и будем наносить лакокрасочное покрытие. Основной элемент этого устройства — это поршневой насос. Здесь у нас с вами воздушная камера, в которой двигается поршень под давлением воздуха, который мы в него подаем. Он соединен с штоком с гидравлической камерой, где точно так же двигается поршень вверх-вниз и толкает краску. Соотношение диаметра воздушного поршня и диаметра поршня, который находится в гидравлической камере, называется передаточным числом. И, соответственно, бывает оборудование 40 к 1, бывает оборудование 30 к 1. В данном случае у нас идет оборудование 40 к 1. Что это значит? Это значит, что если мы подаем 1 атмосферу воздуха вот в этот поршень, то он нам выдает 40 атмосфер в гидравлической камере. Соответственно, если мы подадим 6 атмосфер, то 6 мы умножаем на 40, получаем 240 атмосфер краски будет проходить через вот этот пистолет. И, собственно, непосредственно нанесение, точнее распыление, происходит за счет того, что на разнице давлений, атмосферного давления и того давления, которое создается внутри шланга и пистолета, краску разрывает. То есть, условно говоря, что давление очень резко понижается и происходит разрыв краски. Воздух в данном нанесении никаким образом не участвует, в отличие от пневматического нанесения. Поэтому оборудование и называется безвоздушное распыление. На оборудовании на самом деле минимум каких-то настроек и крутилок. Основное, что у нас здесь есть, это регулятор давления воздуха, который мы подаем, по сути, в пневматическую секцию. Да? То есть, соответственно, мы можем регулировать 1 атмосферу подавать, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. А вот этот рычаг, он, условно говоря, открывает или закрывает подачу воздуха в принципе, а вот эта крутилка, она отвечает за подачу воздуха в пистолет комбинированного нанесения, но мы сейчас будем вам демонстрировать только безвоздушное распыление, а про комбинирование мы вам расскажем в отдельном видео. У каждого метода нанесения есть свои плюсы и минусы. И главным плюсом вот этого безвоздушного оборудования является очень крутая производительность. И для того, чтобы продемонстрировать разницу между пневматикой и безвоздушкой, мы с вами покрасим 2 капота. У нас почти одинаковые капоты, которые мы будем окрашивать грунт-эмалью EvoProtect 202. И мы будем ориентироваться на 200 микрон сухого слоя. Для этого нам нужно будет нанести жидкого слоя примерно 350 микрон. И, соответственно, один капот окрасит Евгений с помощью пневматики, а второй капот он окрасит с помощью безвоздушного оборудования. И мы засечем время, за сколько он выполнил операцию там и здесь.
как вы смогли заметить, разница в скорости между БВР и пневматикой просто колоссальная. И когда мы пытались 350 микрон нанести пневматикой, нам пришлось красить в несколько проходов, тогда как БВР мы смогли нанести этот слой практически за один проход. Следующий плюс БВРки в том, что образуется гораздо меньше тумана в процессе нанесения. Соответственно, меньше краски оседает на изделиях в вашем цеху, если у вас нету покрасочной камеры. Ну и третий плюс, который вытекает из второго, заключается в том, что если меньше тумана, соответственно, и меньше потерь. БВР намного выгоднее с точки зрения потерь по сравнению с пневматикой. Но, конечно, надо понимать, что безвоздушка стоит денег. И у нее есть определенные минусы. Главный ее минус заключается в том, чтобы начать красить безвоздушкой, нужно в нее сначала зарядить от 3 до 5 килограмм краски. И, соответственно, если вы мало красите в смену рабочую, либо вы часто меняете цвета, то вы потратите много времени и растворителей, и потерь на лакокрасочных продуктах, которые остались внутри установки, для того, чтобы почистить оборудование перед сменой цвета, либо для того, чтобы закончить смену. Да, если вам необходимо добиться высокого глянца при окраске вашего изделия, то возьмите пневматику. Этот пистолет – лучшее решение для того, чтобы получить высокодекоративный глянцевый эффект. Второй плюс пневматического оборудования заключается в том, что для того, чтобы начать красить, нужно просто залить краску в этот бачок и все. И залить можно хоть 100 грамм. Ну и основные минусы пневматического оборудования заключаются в том, что тут будут очень большие потери, до 60%, ну и, как мы уже говорили, низкая производительность. Ну и на этом все. Подписывайтесь на наш канал. Как всегда, ставьте лайки, пишите в комментариях. Будем рады вам чем-то помочь. Пока, до следующего видео.